Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как обтянуть заготовку из двух половинок медальон тканью. И также покажу, как обойтись без ленты с петельками под стразовую цепь, используя обыкновенную ленту. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня я обрабатываю тканью медальон. Здесь он у меня просто еще не высох, лепнина. Медальона у меня 7 сантиметров из двух половинок. Вот так выглядит упаковка, их 5 штук. Также у меня есть 9 сантиметров, но 9 я сегодня не обтягиваю. Мне понадобится кисточка. Покажу еще один способ, как прикрепить вешалку, тоже чуть позже. И также еще покажу сегодня на маленьких шарах, как приклеить вот эту простую ленту без петелек и подклеить на нее стразовое полотно. Обычно, когда я обтягиваю медальон тканью, я срезаю вот здесь вот этот зазор, который закрывается. Но сегодня я этого делать не буду и чуть позже объясню почему. У меня остаются вот такие всякие кусочки от обработки шаров. И эти кусочки можно использовать под обтяжку медальона. Как я уже говорила, у меня остаются кусочки. И эти кусочки я могу использовать. Я посмотрела, уложила вот так, что у меня все вмещается. И начинаю на любую из заготовок, из половинок, начинаю сверху. Вот здесь подклеиваю. Примерно так же мы с вами делали, когда обтягивали шары бархатом. Подклею с одной стороны. Только бархат растягивается намного лучше, а тут немножко придется поработать. И вторую сторону. Подклеили. Теперь натягиваем нижнюю часть. Так, хорошенечко натягиваем. Так, сейчас у меня тут внутри попали вот эти ниточки от клея. Смотрим, чтобы бархат хорошо лежал. И подклеиваем нижнюю часть. Размазываем клей и натягиваем. А теперь понемногу. С одной стороны, с другой стороны. Вот отодвигаю здесь. Здесь я наношу 1 сантиметр и натягиваю все вот так к верхушке, чтобы здесь у нас не было никаких складочек. Когда вы начнете работать, вы увидите, что с бархатом, конечно, намного проще, но игрушки в сатине и шелке тоже очень красивые. И если вам надо сделать комплект одинаковый, то немножко придется постараться. Вот так растягиваем. И все в середину натягиваем. Пальчиком прижали, переходим на другую сторону. Снова размазываем клей. И вот так вот. Если маленькая складочка, ничего страшного. Потому что у нас будет там декор. Вот видите, маленькая складочка, ничего страшного. И вот так вот продолжаю работу. И сейчас эту сторону я тогда доклею и покажу вам, что же у меня получилось. Вот я вот так сильно натягиваю. И вы видите, у меня почти идеально все натянулось и никаких складочек нету. Прижимаю пальчиком. Тут уже до конца дамажу. Вот так. И вот так. Вот, посмотрите, как идеально у меня получилось. Так, смотрим, что здесь подклеить. Вот здесь у меня не доклеилось. Чуть-чуть еще клея. И все подклеиваем. И, конечно, теперь лишнее обрезаем. И сейчас покажу вам, что же у меня получилось. Вот что получилось. И также обрабатываем вторую часть. Две половинки у меня приклеены. И сейчас покажу еще один способ, как прикрепить вот такую вешалку. Я одела колпачок.
на ленту. Лента у меня 3 миллиметра, 20 сантиметров ленты я обычно использую на вешалке. И подклеиваю к одной из верхних частей. На нижнюю часть я подклею кисточку. Оставляю 1 миллиметр свободного края, чтобы кисточка у меня хорошо вот так шевелилась. И даю закрепиться. Теперь нам надо склеить две половинки вместе. Помните, я вот этот не срезала. Для чего? Сейчас мне будет намного удобнее вот так все склеить. И у меня будет чуть-чуть вот эти 2 миллиметра шире. И будет удобнее приклеить ленту. Я примеряю. Все вот так вымеряю, чтобы... И теперь придерживаю и подклеиваю. Если у вас не получается сразу подклеить, сразу одним махом, ничего страшного. Можно приклеить половину, затем вторую половину. Или если что-то не доклеилось, доклеить. Я нанесла клей. Вот сейчас все вот так проверяю, чтобы у меня ровно было. Прижимаю и даю закрепиться. Две половинки у меня склеены, и пока отложу. Сейчас покажу, как подклеить сюда ленту. Ленту можно подклеивать универсальным клеем, но чтобы было быстрее, покажу, как склеить все клей-пистолет горячим клеем. Вот я смотрю, где у меня шов, и сейчас покажу, что же я делаю. Так, наверное, удобнее будет. Так, вот мой шов, вот он тут идет. Я наношу немного клея. И подклеиваю. И теперь этот клей вот так выдавливаю, чтобы выровнять ленту. Если вы просто ее подклеите, у вас могут быть пузырьки. Лента будет лежать неровно. Вот я наношу клей, натягиваю ленту и выдавливаю ее. Вот лента лежит ровно. Вот у меня здесь шов. Наношу клей, натягиваю ленту и выдавливаю. И вы видите, клей разравнивается и все лежит ровно. Поэтому ничего сложного. Итак, клеим одну сторону и вторую. Теперь вернемся к медальону. Я беру эту же ленту, наношу чуть-чуть клея сюда для начала. И до кисточки вот так выравниваю ленту и подклеиваю. Теперь придерживаю пальцем, наношу клей и под натяжением приклеиваю. И все разравниваю. Снова придерживаю, наношу клей и под натяжением натягиваю, разравниваю. И вот лента хорошо ровно ложится. Здесь у меня я подрезаю ленту, можно даже чуть-чуть больше, потому что она уйдет под колпачок. И также подклеиваю вторую часть. Что я делаю теперь? Опускаю вот эту вешалку, колпачок, то есть вот сюда, прижимаю пальцем, немного отодвигаю все и вот туда наношу клей. Делаю это с одной стороны, прижимаю назад и немного его придавливаю, чтобы вот не круглое было, а овальное. С одной стороны и также поступаю со второй стороны. Чтобы все подклеить. И даю закрепиться. Я вот так даже пальчиком придерживаю, и вы видите, оно немножко такое овальное становится. И теперь украсим сначала верхнюю часть шара, и затем покажу, как подклеить. Я вот измеряю, сколько мне надо, обрезаю, так будет намного удобнее потом сразу клеить. Вот я подрезала. Теперь снимаю защитную пленку нижнюю. Так, ну вот, не зацепить, вот она. Не снимаю до конца,
И вот так прикладываю и по всему вот так, по всей верхушке постепенно снимаю. И вот тут все совмещаю. И вот получается все красиво. Теперь также вот нарезала полоски по 2 цепи, по 2 ряда. И просто вплотную вот так подклеиваю, извините, и располагаю посередине ленты, чтобы у нас с двух краев был вот этот 1 мм. И вот так постепенно снимаю. Не снимаем сразу всю вот эту бумажку, иначе потом, если вот надо отклеить, то все будет прилипать к вашим рукам. И вот так постепенно вот так все подклеиваем. Ничего сложного. Главное следить, чтобы с двух сторон вот этот миллиметр у нас был. Вот. Видите, и получается очень красиво. И продолжаем работу. Если у вас такой же дизайн крест-накрест, как у меня, то начинаем подклеивать вторую часть не сверху, а вот снизу. Вот тут совмещаем все. И все вот так, как делали ранее, все подклеиваем. И сейчас покажу, как здесь я поступаю. Вот я, вы видите, не снимаю ленту. Прогибаю ее вот так до конца. Теперь отрезаю лишнее. Вот она у меня не снята. И теперь, когда я знаю, что у меня все ровно, вот снимаю и вплотную. Вот, все вплотную у меня подходит. И вторую часть. И теперь приступим к медальону. Медальон вот так я также беру ленту. В этом случае я не подрезаю сразу, так как у нас идет расширение к низу, и я немного растягиваю вот эту ленту стразовую, чтобы она ровно у меня легла. Вот, вымеряю все, подрезаю лишнее. В процессе работы вы сами уже почувствуете вот много таких мелочей, которые вам будут помогать и облегчать работу. И вы видите, верхушка очень красивая. Чтобы сделать красивый переход здесь, я подрезаю немного вот эту ленту. И сейчас одну часть и пропущу вот здесь кисточку между ними. Сейчас сниму защитную ленту. Ну вот, когда надо, она не снимается. И с одной стороны подклею, и с другой. Так, мне немножко неудобно на камеру. Вот, вы видите, сюда между вот этим разрезом надо пропихнуть кисточку. Я сначала вот так приложу. И теперь с одной стороны и с другой подклею. А с другой стороны стразовая вот эта цепь будет подходить вплотную. И теперь дальше продолжаю вот так вот подклеивать. У нас ужасный дождь пошел, гром. Вот. Наверное, слышно все, что там творится на улице. И продолжаю вот так подклеивать все. Здесь вымеряю, как я показывала ранее. Вот лишнее отрезаю. И вот так по чуть-чуть, медленно. Вот, и вы видите, у меня все идет вплотную. И вторую часть начинаем с этого края. Вот я сняла защитную пленку. И вот так вплотную сюда располагаю и подклеиваю. И продолжаю работу. Вот что у меня получилось, и мне очень нравится полученный результат. Как вы видите, при желании можно заготовку очень ровненько обтянуть. И в одном из ближайших видео буду показывать, как делать лепнину на все заготовки. При желании также можно пустить еще один ряд стразовой цепи.
И отсутствие ленты с петельками не должно вас остановить, если вы хотите делать елочные шары. Я сегодня вам показала, как можно обойтись без нее. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.